Всем привет, с вами канал Stable Div. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Сегодня у нас модель Qwen Edit 2511. Эта модель стала более точной, более интересной. Также в нее интегрировали удачные лоры. Давайте перейдем к примерам и рассмотрим, на что эта модель способна. Итак, давайте начнем с установления старых фотографий. Эта модель стала значительно точнее и, соответственно, у нас получается более точно восстанавливать старые фотографии. Вот такая вот подсказка, которую вы видите снизу. И вот так вот получается восстановить фотографию. Точность достаточно здорово подросла здесь. Вот еще пример. Здесь очень сильно испорченная фотография. И вот так получается восстановить лицо. Подсказка та же самая. Следующий пример. Вот такая вот блямба здесь сверху была. Тоже все отлично восстановилось. Вот с этой фотографии с той подсказкой уже не получилось работать, нужно было подобрать какую-то другую подсказку. Смотрите, есть подсказки, которые, в принципе, просят восстановить именно фотографию, убрать там дефекты какие-то, а есть подсказки, которые, вот, например, вот такие, где мы просим сделать высокое качество из этого изображения. Вот эта подсказка работает более точно, то есть если изображение совсем не хочет восстанавливаться, то можно вот такую подсказку попробовать. Опять же, можно еще подобрать какие-то свои подсказки. Благодаря интеграции лора для работы с лицами из еще старой модели, теперь эта лора уже интегрирована прям непосредственно здесь новая модель, у нас очень здорово получается работа с лицами, то есть лица переносятся отлично, то есть можно делать какие-то коллажи, какие-то там открытки, это получается очень здорово, лицо действительно похоже само на себя без всякого обучения лора. Естественно, какие-то прям совсем дикие изменения, наверное, у вас делать не получится, но в целом вот такие вот какие-то открыточки, какие-то небольшие, скажем, корректировки там по фону, по стилю, они получаются достаточно неплохо. И вот такой вот пример, где мы берем два референсных изображения, и из них делаем какую-то общую композицию. Лица тоже достаточно неплохо переносятся, независимо от того, что здесь даже два лица. То есть и одно, и второе лицо перенеслось достаточно неплохо. Вот еще пример, но вот здесь вот с Ди Каприо получилось немножко похуже. Лицо менее узнаваемое, и оно такое немножко бугристое получилось, особенно вот если на лоб посмотреть. Но тем не менее, то есть вот Хэлли Берри вообще отлично перенеслась. Вот такой вот еще пример. Здесь у нас тоже два референсных изображения. Первое это лицо, второе это кот. И получается опять же достаточно неплохо. Лицо Илона Маска вообще отлично похоже. Мне кажется, оно даже выглядит лучше, чем было на референсном изображении. Кот немножко похож, но тем не менее, то есть даже по породе он здесь похож, по крайней мере, на Мейн-куна. Переходим к следующему изображению. Здесь у нас интеграция лора Relight в эту модель. Здесь мы, соответственно, можем писать вот такие вот подсказки и делать переосвещение помещений. То есть, опять же, стилизация, конечно же, там можно делать, но в данном случае мы делаем изменения именно освещения, цвета, все остальное оставляем как они есть. Еще вот такой вот пример. Вот такое вот референсное изображение, и мы здесь просто, опять же, меняем освещение, она более теплая. Также в эту модель опять же интегрирована лора для раскадровки, которая была для 2509. Здесь мы можем делать вот такие вот приемы. Здесь мы можем, например, взять и увеличить парусник, ну или какой-то там любой другой объект, и вообще даже повернуть камеру таким образом, чтобы посмотреть на этот объект с другой стороны. Парусник, он действительно здесь похож, вот эти вот синенькие там какие-то элементы, видно, они там есть. По сути дела, сама форма этого парусника, она тоже похожа. И здесь даже произошел такой разворот камеры, и крупным планом этот парусник показан. Такое может понадобиться для создания видео по нескольким кадрам. Давайте переходить дальше. Здесь еще вот такой пример. Опять же, поворот камеры на 60 градусов. Здание у нас было видно спереди практически вот так вот. Здесь мы делаем поворот, и вот если обратить внимание, даже дорога, все осталось на своих местах. Вот это вот даже дерево торчащее тоже здесь как-то показано. По сути дела, все очень даже неплохо, естественно, выглядит. Давайте перейдем дальше. И следующая тема, это вообще очень интересно для работы с интерьеркой. Возможно, в принципе, и с другими объектами тоже будет нормально работать, где вы захотите поменять какие-то поверхности на определенные фактуры. Например, у вас есть какой-то стул или какой-то стол, вы хотите поменять его цвет по конкретной фактуре. Давайте посмотрим на вот этом примере. Здесь у нас есть вот такое вот референсное изображение комнаты, и мы хотим поменять полы по вот этому вот референсному изображению, и, соответственно, у нас получается вот так. Темные полы вот в этой комнате будут выглядеть вот таким вот образом. Давайте перейдем вот сюда. Вот здесь у нас есть уже плитка, то есть в качестве референса я взял теперь плитку светлую, пишу подсказку. Подсказку мы немножко модифицируем под действующие текстуры, и получается у нас вот так. То есть вот таким вот образом будет здесь выглядеть плитка. Достаточно
неплохо это все выглядит, похоже на естественное положение этой плитки, и геометрия соблюдена, и падение освещения соблюдено, все прям вот как будто она здесь так и была. Но и это еще не все, здесь можно еще менять обои, посмотрите, то есть слева у нас были вот такие просто однотонные обои, справа фактура вообще другая. Я попросил заменить обои слева и над центральной дверью. И он реально поменял только слева и над центральной дверью. А вот эту вот фактуру на раздевалке он оставил, как она и была на стене. Хотя он ее тоже мог поменять, и можно, в принципе, его попросить, чтобы поменял и эту фактуру тоже. Но вот таким вот образом, да, то есть гибко можно управлять, менять какие-то, даже стены, можно там потолок поменять. А выглядит, опять же, все очень здорово, очень классно. К этому видео я подготовил вот такую вот схему, она достаточно гибкой получилась. Вы сможете скачать на Boosty, либо самостоятельно собрать, глядя просто по этому видео, как вам нравится. Давайте сразу перейдем к моделям. У нас доступна на данный момент модель 2511 в различных вариантах. Это FP8, BF16 и модель GGUF. Смотрите, если у вас мало видеопамяти, там 12 гигабайт или меньше, вам, скорее всего, понадобится модель GGUF. Если у вас 12 или более гигабайт, опять же 12 можно попробовать, возможно FP8 у вас нормально потянет модель. Вот, но на 16 гигабайтах точно FP8 должна работать хорошо. Также вам еще понадобится клип модели Qwen 2.5 VL7B. От старой модели она вполне подойдет, и модель VAI тоже подойдет от старой модели. Если у вас не установлен Sage Attention и Triton, то отключите вот эту вот группу, чтобы у вас не было ошибки. Если установлен, то включайте, у вас скорость генерации повысится процентов на 30. И также еще вот в этом вот узле вам нужно будет выбрать LoRa Lightning 4 Steps и еще вот такую модель LoRa Aural Mani, которая добавит больше фотореализма вашим изображениям и больше мелких деталей. Вот это вот LoRa от модели 2509. Смотрите, LoRa от модели 2509 тоже здесь подходит. Можете вот так вот добавить сюда дополнительный какой-то загрузчик LoRa, например, LoRa Loader, и отсюда дальше вот так прокинуть эту модель, а вот сюда вот, куда она сам дальше подается, вот сюда. И таким образом вы просто добавляете какие-то там свои дополнительные LoRa от старой модели 2509. Вот этот вот узел, это узел сабграфа. Зачем я его сделал? Я здесь добавил просто функцию восстановления фотографии. Смотрите, если вы ставите вот эту вот галочку, то мы переходим в режим восстановления фотографий. И вот эти вот параметры, которые помечены if restoration false, то есть они становятся нерабочими, то есть они просто отключаются, и на автомате там все настройки выставляются под восстановление фотографий, потому что там особенные немножко настройки, не такие, как вот здесь просто для работы с изображениями. В общем, для этого я вот этот сабграф и сделал, чтобы просто удобно было пользоваться. Давайте сразу попробуем восстановить какую-нибудь фотографию. Я включаю Restoration фото на True, то есть, соответственно, буду восстанавливать фотографию. И теперь переходим вот сюда, вот у нас есть несколько референсов, первый, второй, третий. Мы второй референс отключаем, третий тоже отключаем и оставляем только первый референс. Теперь мы закинем сюда вот такую вот фотографию, она достаточно сильно испорчена, и возьмем вот сюда вот добавим подсказку. Здесь у нас пока другая подсказка, но есть вот такая вот заметка. Здесь у нас много различных подсказок, вот здесь вот, да, для установления фотографии. Давайте возьмем вот эту вот вторую, она здесь вполне подойдет. Если вам нужно установить какую-то совсем прям сложную фотографию, то, скорее всего, вам подойдет вот эта вот подсказка. Здесь помечена для совсем уж тяжелых каких-то случаев. Вставляем эту подсказку вот сюда вот. И давайте перейдем немножко вправо. Здесь у нас есть еще два апскейлера. Смотрите, первый апскейлер — это Супир. Он как раз для установления фотографии. Я его специально сюда приложил, потому что он более размытые фотографии немножко лучше вытягивает, он больше подходит для этих задач. И второй есть у нас апскейлер, это SeedVR2. SeedVR2 отлично подойдет для всех остальных задач. Он работает просто намного быстрее, чем Супир. Там раза в 3, может быть в 5 он быстрее работает. С ним намного комфортнее получается работать, чем с Супиром. Поэтому вот SeedVR вы используете для обычных изменений, то есть просто для работы там с изображениями, но для восстановления лучше используйте Супир. Соответственно, SeedVR2 мы выключаем, Супир включаем, нажимаем Run. Давайте посмотрим, что у нас теперь получится. Итак, у нас фотография восстановилась. Первое, что у нас прошло, это изображение, это Qwen Edit 2511. Вот такой вот у нас результат на этапе работы Qwen Edit модели, то есть достаточно точно у нас восстановилось это изображение, убрались все вот эти вот дефекты, немножко вытянулись детали, и это изображение раскрасилось в цветную картинку. Точность здесь на самом деле очень высокая по сравнению с 2509, она выросла, и благодаря этому у нас получается теперь восстанавливать фотографии достаточно неплохо. Смотрите, дальше у нас это изображение идет в Супир.
Здесь у нас супер реализован вот таким вот сабграфом. Здесь мы выбираем модель Florence, Prompt Gen, например, вот такой. Можете там просто Base Florence выбрать. В принципе, это не особо важно. Далее вот важная модель — это SDXL, Realvis XL V5, V4. Отлично подходит для восстановления с помощью Supir. И модель Supir V0Q FP16. Она немножко поменьше, чем без слова FP16. Это FP32 по умолчанию модель. FP16 меньше весит, работает почти так же. Разрешение выставляем 2100. Можно немножко поменьше поставить, если у вас очень долго все это апскейлится. Можете поставить, наоборот, побольше, если вам нужно больше детализации. Чем больше это будет разрешение, тем больше будет деталей на этом конечном изображении. Вот такие вот у нас детали в конечном итоге получаются. Текстура кожи у Супира, она такая своеобразная, такая пятнистая, я ее всегда обычно замечаю. Но детали Супир вытягивает достаточно неплохо, и даже немножко размытые фотографии тоже у него получается подтянуть очень хорошо. Давайте посмотрим на то, что было, то, что стало. Вот такое вот изображение было, вот такое вот в итоге получилось. Теперь давайте сделаем какую-нибудь простую задачу. Например, возьмем вот такое вот изображение, девушку с очками, и попросим удалить очки с лица этой девушки. Для этого мы напишем вот такую подсказку «Удали очки». Мы можем писать на русском языке, можем на английском, но на английском понимать сложные подсказки намного лучше. Поэтому, если у вас не получается что-то расписать, да, то попробуйте перевести эту подсказку. Возможно, она сработает. У меня такое было не раз. На английском языке намного точнее. Иногда подсказка понимается. Давайте теперь переключимся вот здесь в режим не Restoration фото, то есть в обычный режим. Здесь мы можем менять веса лор. Это Lightning лора. Можем ей поставить какой-то другой вес. И это лора Aural Money, который влияет на фотореализм. Мы можем ей тоже поставить какой-то другой вес. Но вот эти вот веса имейте в виду. Я сделал здесь заметку, чтобы вы их не потеряли. Они, в принципе, работают неплохо. Также разрешение вы можете ставить 1024. Это максимальная точность. Но и при разрешении 1224, может быть, иногда 1536 вам тоже подойдет. А деталей будет значительно больше, то есть более детализированное, качественное изображение будет на выходе получаться. Но всегда есть вероятность то, что будет немножко потеряна точность. Но 1224 вполне неплохое разрешение, здесь точность все равно сохраняется. Далее давайте отключим теперь Supir, он нам не понадобится, но мы включим SeedVR. Опять же, в SeedVR мы можем выбрать различные модели. Здесь вышли недавно новые модели FP8 Mixed. Вот FP8 обычная модель, вот эта вот, например, она, когда апскейлит, она делает все квадратами такими. А вот эта вот Mixed модель, она оптимизированная, и она уже работает корректно. Разрешение здесь большим ставить не нужно. Смотрите, вот в SeedVR, чем вы больше разрешения ставите, тем более с мелкими деталями работает этот апскейлер. В данном случае нам не нужны прям совсем очень мелкие детали. Нам достаточно разрешения поставить 2000 вот где-то по широкой стороне, чтобы получить, нормальную детализацию, и к тому же еще и скорость апскейла будет намного быстрее, чем при большом разрешении. Но это разрешение вы можете всегда корректировать в зависимости от того, какие вам нужны детали. Мелкие, соответственно, больше разрешения. Более крупные детали, соответственно, меньше разрешения. Также не забывайте поменять Attention Mode на SDPI, если у вас не установлен Triton и Sage Attention. Все, нажимаем Run и дожидаемся генерации. Так, генерация закончилась. Смотрите, вот так вот у нас после Qwen Edit удалились очки. Вполне неплохо. И далее после апскейлера мы получаем уже вот такую детальную картинку. По скорости работы у нас 21 секунда. Это с записью стрима. Так у меня все-таки побыстрее немножко идет генерация. И SeedVR отрабатывает за 32 секунды. Это практически с такой же скоростью, как сама генерация. Далее по потреблению видеопамяти у нас 22 гигабайта на Qwen Edit потребляется и 12 гигабайт на SeedVR потребление. Вот с этими вот моделями FP8 здесь, а здесь модель у нас тоже FP8. Но Qwen Edit это достаточно большая все равно модель. Если у вас не хватает видеопамяти, вы всегда можете переключиться на формат GGUF. Здесь потребление видеопамяти значительно сократится. Давайте теперь рассмотрим вариант с двумя референсами. Мы возьмем вот такое вот изображение девушки и изображение кота вот такое вот. Соответственно, здесь мы включаем референс второй и возьмем вот такую подсказку, как я показывал в примере при заставке. Там у нас был пример, когда Илон Маск держал кота. Давайте возьмем вот отсюда подсказку. Я здесь сделал вам заметки, наброски, как примерно такие подсказки пишутся. Вы можете эти примеры брать и на их основе делать уже свои подсказки. Вот эту подсказку вставляем вот сюда вот и нажимаем Generate. Остальное у нас все уже настроено.
В итоге у нас вот такая вот генерация получается. На самом деле очень быстрая генерация. И в принципе я заметил то, что модель 2511, она работает, мне кажется, немножко прям побыстрее, чем 2509. То есть она немножко оптимизирована. И качество тоже вполне осталось на уровне, ну, даже лучше, мне кажется. В плане переноса от лиц все вообще отлично, все шикарно. В общем-то, вот такое вот изображение получилось. И здесь вот мы можем посмотреть девушку, да, и конечное изображение уже после апскейлера. Апскейлер тоже очень быстро отрабатывает, он очень здорово вообще, этот апскейлер CDR2 подходит как дополнение к Qwen Edit модели, потому что все-таки у Qwen Edit модели немножко, ну, не детальное, скажем, изображение, оно такое подразмытое, и апскейлер быстрый и точный, он очень здорово дополняет эту модель. Супер, конечно же, он совсем не хуже, да, чем CDVR, он очень точный апскейлер, очень много деталей вам может накидать, но он существенно дольше работает, с ним не очень комфортно работать, если вы делаете просто вот такие вот какие-то генерации. Если вам нужна прямо высокая детализация, то да, в принципе, можете переключиться на Супер, вы выиграете по деталям, но проиграете по времени генерации. Также мы можем менять, в принципе, целиком всего персонажа, оставляя фон. Давайте возьмем, например, вот такого вот монаха, включим второе референсное изображение. Оно, в принципе, было включено. И возьмем вот такую вот девушку. Давайте пропишем следующую подсказку. Вот таким вот образом, на русском даже языке напишем «Замени монаха на женщину». В нижнем белье с второго изображения лицо девушки сохрани энергию. Давайте нажмем Run, давайте посмотрим, что у нас получится. Так, вот такая вот генерация у меня получилась. Вот такой вот был монах, вот такая вот у нас девушка получилась. Детали достаточно неплохие. С помощью апскейлера CDVR они восстанавливаются. Вот девушка вот такая была, такой монах. После Qwen Edit модель давайте посмотрим. Вот такая вот у нас детализация была. Она, ну, размытое немножко изображение. После CDVR она все-таки подетальнее становится и точность тоже свою сохраняет. Настройки, кстати, вот такие вот, я их здесь не менял, и в подсказке здесь вот некоторые заметки тоже вам сделал. Смотрите, вот это изображение у меня получилось на раза шестого. Дело в том, что на ногах постоянно оставлял вот эти вот гетры. Я просто подобрал сит, смотрите, вот поставил здесь рандом сит и несколько генераций просто сделал. Вы нажимаете Generate, генерацию, и у вас в превьюшке отображается то, что получается. Если это вам не нравится, то вы просто нажимаете стоп, останавливаете генерацию и нажимаете Run заново. И так несколько раз делать, вам не нужно дождаться всего цикла там до конца, чтобы просто не тратить время. Прямо здесь видите, что не то получается, остановили, заново запустили. И вот примерно в шестой попытке у меня получилось уже вот такое вот изображение, то есть на ногах вот этих вот колготок не было, и девушка вот одета, в принципе, так, как она на референсном изображении была одета. И обратите внимание на лицо, здесь лицо перенеслось не очень точно. Одежда вроде бы все похоже, сама девушка похожа, но лицо не такое. Дело в том, что есть лицо не особо крупное, поэтому оно переносится не так точно. Если вы хотите, чтобы лицо более точно перенеслось, то оно должно быть реально крупное, вот такое вот практически во весь кадр. Ну и по поводу лиц, давайте сразу посмотрим, как работать с лицами, чтобы там два персонажа на одном изображении получились. Давайте возьмем вот такую девушку и давайте возьмем вот, например, Илона Маска. Теперь перейдем вот сюда, вот здесь у нас есть опять же подсказки, вы можете посмотреть. Вот таким вот образом можно перенести двух персонажей. Опять же, можно, чтобы они там руками что-нибудь другое показывали. В принципе, жестикуляция — это все уже своеобразная тема. Вы можете написать два человека make там что-то вместе, либо там обнимаются, либо там, не знаю, еще что-нибудь делают. Вот, и сюда вот эту подсказку вставляете. И нажимаем Run, и давайте дождемся генерации. Итак, у нас получилось вот такое вот изображение. Возможно, на другом сиде еще немножко поточнее получилось, но, в принципе, и так достаточно неплохо. А это после апскейлера. Здесь вот такой вот у нас вариант после непосредственно Qwen Edit модели. Смотрите, есть у нас еще один момент с переносом пропорций и разрешения изображения. Здесь у нас есть такой переключатель, мы можем взять пропорции и разрешение изображения по первому входному изображению, вот такому вот. Это вот как по умолчанию здесь выбрано. Соответственно, вот здесь первое изображение. Вы можете его раскрыть и выбрать, например, по второму изображению, может быть, по третьему изображению. Очень удобно, вот здесь можно переключаться в геттере вот этом вот. Но также мы можем выставить еще любые совершенно кастомные пропорции. Переключаемся вот здесь и выставляем, например, 16:9 и выбираем какое-то там разрешение, например, 1,5 мегапикселя. Нажимаем ОК и нажимаем Run. Теперь у нас получилась вот такая вот генерация. Обратите внимание на фон. Здесь у нас был белый фон.
Теперь у нас фон вот такой вот. Мы пропорции поменяли, теперь привязки к этому исходному изображению нету. И он начинает генерировать совершенно какие-то случайные фоны. В принципе-то изображение нормальное, да, но фон, поскольку мы его не описали, он совершенно какой-то рандомный. Мы можем здесь написать на белом фоне, нажать Run. В этом случае у нас, я думаю, будет опять же генерация на белом фоне. Ну да, действительно, генерация вот получается на белом фоне. Вот такая вот. Смотрите, по сути дела, зачем вот это вообще нужно, да? То есть, если вы делаете какой-то коллаж, то есть не меняете просто вот исходное изображение, если вам там что-то просто нужно поменять, там цвет волос, там, не знаю, одежду, то такого, наверное, делать не нужно. То есть, переключайтесь вот в этот вот режим и берите пропорции и разрешение с первого изображения, это будет максимально точно. Но если вы хотите сделать коллаж из нескольких изображений, то вы вполне можете делать это в любых пропорциях, в любых разрешениях. То есть, у вас может быть пропорция совершенно другая, и вы можете как раз-таки выбрать более подходящую для вашего коллажа пропорцию, чтобы все эти объекты у вас поместились. Очень часто меня спрашивают, как поместить персонажа на диван там или на какое-нибудь кресло. Смотрите, например, у нас есть вот такой вот интерьер, вот такой диван, мы хотим вот эту девушку поместить на этот диван. Мы прописываем вот такую подсказку «Поместить девушку с второго изображения на диван с первого изображения». Нажимаем Run, у нас получается в итоге вот такая вот генерация. То есть девушка реально помещена на вот этот диван, а сам интерьер сохранился полностью. Девушка реально похожа в тех же самых очках, в той же самой одежде. Низа там видно не было. Он просто придумал это все остальное. А джинсы мы могли бы это описать тоже более детально, и тогда бы она там была в каких-нибудь зеленых штанах, например, или белых штанах. В общем-то, здесь это работает достаточно неплохо, опять же. Ну и, конечно же, мы не можем оставить пример с интерьеркой. Мы берем это же самое изображение с этим же самым диваном, берем вот такое вот изображение с плиткой, которое мы хотим поместить на пол этого изображения. Переходим в подсказку. Здесь, кстати, есть, опять же, вот самая нижняя подсказка, как это сделать. Посмотрите обязательно по аналогии, просто вставляйте там уже свои подсказки. Замени покрытие пола на первом изображении светлой плиткой со второго изображения. Нажимаем Run, в итоге получаем вот такую вот генерацию. Смотрите, пол отлично изменился, то есть у нас вот так вот было. Все осталось без изменений, кроме пола. Пол у нас поменялся ровненько, прям все вот эти вот участки заменились. Покрытие выглядит очень естественно, плитка реально не искажена, пропорции даже вот по дивану, если посмотреть, вот эта вот линия, она почти прямо идеально совпадает, есть небольшая разница, но она прям минимально, почти незаметна. Также можно поменять фактуру задней стены, например, на обои, давайте это тоже сделаем. Сюда мы тогда закидываем референс с обоями вместо плитки, но смотрите, если вам нужны обои более мелкой текстуры, то попробуйте закинуть какие-то обои, где эта текстура, ну, видно, что она более мелкая, либо в подсказке попробуйте прописать, что текстура должна быть мельче. У нас в итоге получается вот так вот. Текстура достаточно крупная. Вот эти вот листики, они достаточно крупные, потому что у нас, по сути дела, участок вот этот вот на референсе, он с крупными листьями. Если у нас текстура обоев была бы более мелкая, то мы смогли бы получить текстуру на вот этой стене тоже более мелкую. Но даже и так это выглядит достаточно неплохо, очень естественно. Я думаю, такие обои с такой крупной текстурой тоже, наверное, существуют. Друзья, вот такая вот модель Qwen Edit 2511 действительно очень неплохо она обновилась. Это не кардинально другая модель, но это обновление модели с зашитыми лорами, с более высокой точностью. Детализация здесь как-то кардинально не улучшилась, но у нас есть возможность с помощью точного апскейлера немножко эту детализацию приподнять. И получается, в общем-то, очень даже неплохо. На этом вас всех еще раз хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, удачи в Новом году, здоровья и творческих успехов. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.